Всем большой привет, лето уже началось и стоит уже подумать о заготовках на зиму. Ведь один день зиму кормит. Вы на кулинарном канале Готовим с Грачиками, и сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом квашеных огурцов по принципу бочковых. Скажу, что это мой любимый рецепт квашеных огурцов, как готовит их моя бабушка. Мы будем квасить их в 10-литровом бутыле, но в описании под видео будут пропорции на 3-литровую банку. Для приготовления понадобятся свежие огурцы, если будут разного размера, тогда следует укладывать в бутыль снизу большие, а сверху поменьше. Затем зелень, листья хрена, листья вишни и смородины, ветки зеленого укропа и несколько сухих зонтиков. Из специй необходимо взять лавровый лист, перец черный горошком, чеснок, горький перец, но его можно ложить по желанию или исходя из личных предпочтений или ограничений. Соль, вода, ну и конечно же сама емкость, в которой будем квасить огурцы. Как я уже упоминал, это 10-литровый бутыль советских времен. На дно банки необходимо уложить листья хрена, зонтики укропа. Если вдруг у вас не окажется сухих, ничего страшного, можно взять зеленые. Весь пучок зеленого укропа делим пополам. Одну половину мы положим на дно бутыля, а остальную часть положим позже. Далее ложим в бутыль листья вишни и смородины, а также чеснок. Кстати, чтобы чеснок лучше отдал аромат, необходимо головку чеснока надрезать с 4 сторон. Лавровый лист. Далее мы взяли половинку горького перца и разрезали ее на 3 части. И еще насыпать хорошую жменьку черного перца горошком. Осталось уложить уже чистые огурцы. Помним, если огурцы разной величины, укладываем снизу побольше, сверху поменьше. Теперь сверху укрыть второй частью веток укропа. Ну и также подготовим рассол. По рецепту необходимо 3,5 100-граммовых стаканчика. Мы уже отмерили, но покажем, что когда будете набирать 100-граммовый стаканчик, набирайте вровень без горки. Таких нужно 3 и еще половинка. Далее следует помешать соль до растворения в воде в количестве 5 литров. Заливаем огурцы рассолом. Если вы не хотите долго ждать и хотите, чтобы огурцы стали кваситься как можно быстрее, тогда советуем оставить их в комнате с открытой крышечкой на 3-4 дня. Но обязательно поставьте бутыль в миску, чтобы рассол не пролился на пол во время процесса приготовления. По окончанию времени бутыль с огурцами вынести в прохладное место. Или же можно сразу опустить после приготовления в прохладный подвал. Но тогда крышку нужно закрыть. Правда, и готовиться будет в этом случае дольше. Здесь уже вам нужно определиться, какой вариант вам больше подходит. И вот какие красивые, аппетитные и очень вкусные огурчики получились. Мы уверены, что такие получатся и у вас. Такие огурцы мы с Валюшей готовим каждый год. И в этом году мы планируем сделать несколько 10-литровых бутылей. Я думаю, 3-4. Да-да, они уходят быстро. Их можно использовать как для винегрета, так и подавать ко вторым блюдам. Да что там, я даже с первыми бывает их кушаю. Советуем и вам попробовать заготовить по нашему рецепту. И да, поделитесь потом, пожалуйста, своими впечатлениями. Спасибо, что вы с нами, и не забудьте оценить это видео лайком. Вам это не сложно, а нам приятно. Подпишись на наш кулинарный канал Готовим с Грачиками. Ну и не уходите, ну разве что ненадолго. До встречи в новом видеоролике. Приятного аппетита!